Всем привет! Этот ролик еще об одном представителе семейства куниев – тайре. Семейство куниев славится своими уникальными хищниками, причем самыми отважными и бесстрашными животными не только этого семейства, но и всего животного мира являются медоед, обитатель южных широт, и росомаха, которую можно встретить на севере. Кунии также известны тем, что это всеядные хищники, которые могут питаться не только пойманной добычей, но и падалью, фруктами и ягодами. Кунии способны убивать добычу, которая в несколько раз крупнее их, что придает им ореол бесстрашия. Тайра – это всеядное животное семейства куниев, родом из Америки. Это единственный вид в роде тайра. Название рода происходит от коренного названия животного в Боливии и Перу, в то время как барбара означает странный или чужой. В Америке обитает 9 подвидов тайры. Тайра любит жить в густых тропических лесах. Местные жители предпочитают использовать тайру для борьбы с вредителями, поскольку она охотится на грызунов. Но также это может принести нанесению вреда фермерам, потому что тайра питается сахарным тростником и охотится на домашнюю птицу. В настоящее время численность этих хищников в дикой природе стабильна, и они не включены в список исчезающих видов. Тайры имеют внешность, схожую с ласками и куницами, вырастают до размера около 60 см, не считая хвоста длиной 45 см. Большинство тайр имеют либо темно-коричневый, либо черный короткий мех с более светлым, желтого или оранжевого цвета, пятном на груди. Мех на ее голове с возрастом становится коричневым или серым. Известны также альбиносы или желтоватые особи, и они не так редки среди тайр, как среди других куниев. Тайры вырастают и весят около 5 кг, варьируя в весе от 2,7 до 7,5 кг. На голове этого животного маленькие округлые уши, длинные усы и черные глаза с сине-зеленым отблеском. Как и большинство других куниев, у тайры есть анальные запаховые железы. Но они не особенно большие, и их секреция не такая острая, как у других видов, и они не используются в целях самозащиты. У этого вида есть уникальное пятно на горле, которое можно использовать для идентификации отдельной особи. Тайры встречаются на большей части Южной Америки, к востоку от Анд, за исключением Уругвая, Восточной Бразилии и всех регионов Аргентины, кроме самых северных. Они также встречаются по всей Центральной Америке, в Мексике, на севере до Южного Веракруса и на острове Тринидад. Хотя тайры классифицируются как хищные, они всеядные, их рацион сопоставим с рационами енотов. К обычным продуктам питания относятся фрукты, насекомые и мелкие позвоночные, а также яйца и падаль. Они лазают по деревьям, чтобы заполучить фрукты и мед. Животные обнаруживают добычу главным образом по запаху, имея относительно слабое зрение и активно преследуют ее после обнаружения. Они опытные скалолазы, использующие свои длинные хвосты для баланса. Они также при преследовании могут перепрыгивать с одного дерева на другие. Обычно тайры избегают воды, но при необходимости способны переплыть через реку. Наблюдался один интересный случай среди тайр. Одна тайра собирала незрелые зеленые бананы, которые несъедобны, и оставляла их для созревания в тайнике, а потом возвращалась через несколько дней для употребления размягченной мякоти. Тайра успешно конкурирует с остальными хищниками. Она в основном ведет дневной образ жизни, как кошка ягуарунди, но избегает конкуренции с этим животным из-за пищи. В то время как ягуарунди питается разнообразными грызунами и птицами, тайра в основном потребляет фрукты. Исследователь Коннекни в 1989 году сообщал, что разнообразие добычи, пойманной ягуарунди и тайрой, оказались сильно коррелированы. Хотя частота встречаемости элементов добычи в рационе каждого хищника перекрывается примерно на 40%. Автор исследования нашел в членистоногих фекалиях ягуарунди на 20% больше, чем в фекалиях тайр. Оцелот и моргай в основном ведут ночной образ жизни, за исключением того факта, что оцелот потребляет более разнообразную добычу, среднюю и малую, а моргай – древесную добычу.
В Бразилии тайры в основном всеядны, что временно устраняет конкуренцию с оцелотом. Однако тайра в основном ведет дневной образ жизни, возможно, чтобы избежать конфликта с доминирующими конкурентами. А основным хищником тайры является ореол гарпия. Он был зарегистрирован как охотник на этого хищника в Аргентине, Бразилии, Перу и Французской Гвиане. В Бразилии тайры были найдены в фекалиях пум и ягуаров. Также известно, что тайры могут охотиться на игуан. 13 декабря 2008 года один исследователь стал свидетелем попытки двух тайр съесть игуану на Коста-Рике. Взрослый самец игуаны прыгнул или упал с дерева, и его быстро преследовали две молодые тайры. Куни, очевидно, были привлечены звуком падающего животного и преследовали игуану примерно 20 метров, пока не загнали ее в угол у ручья. Сначала тайры были озадачены тем, что делать с крупной рептилией, но в итоге одна из них укусила ящерицу в голову и шею, а вскоре после этого другая начала кусать за хвост. Возбужденные от погони и, возможно, стимулируемые вкусом или запахом крови, тайры начали издавать гортанный звук и, казалось, потеряли интерес к своему окружению. Животные какое-то время боролись, частично в воде, но в определенный момент игуана освободилась и на огромной скорости убежала. В это время молодые тайры выглядели растерянными. Эпизод длился около 10 минут. Исследователи также наблюдали, как тайры охотятся на ленивца. 25 июня 2014 года исследователи видели двух тайр, одна из которых напала на ленивца и пыталась его убить. Борьба длилась около 10 минут, и в конечном итоге тайра не справилась и убежала, оставив ленивца с травмой возле правого глаза, а задняя часть его шеи была влажной. Хотя исследователи не могли сказать, была ли это слюна тайры или кровь ленивца. Исследователи также изучали случаи, когда тайра охотилась на обезьян. В 2017 году исследователи наблюдали двух тайр, когда они напали на маленького краснорукого ревуна на острове в восточной части бразильской Амазонии. В ходе 9 месяцев наблюдения две группы ревунов потеряли треть своих членов, в том числе детенышей и взрослых. И на месте исследования были найдены остатки 6 животных. 18 мая 1998 года исследователь Роблес наблюдал охоту двух тайр на взрослого белоголового капуцина. Событие происходило в частном заповеднике Пунта-Леона на Коста-Рике. Одна тайра погнала группу капуцинов, состоящую из 6 особей, на другую особь. Вторая тайра спряталась в листве на дереве и в прыжке поймала одного из приматов, и они упали на землю. После непродолжительной борьбы и криков обезьяны, продолжавшихся около минуты, все замолкло. Тайра, напавшую на обезьяну, пошла по земле, неся несчастную обезьяну в своих челюстях. Monkey move! Monkey move! Исследователи также наблюдали охоту тайр на черноспинного тамарина, тамарина жофруа, бурого черноголового капуцина и белолобого капуцина. Исследователь Тербург в 1983 году предположил, что тайра способна периодически устраивать засады на обезьян, которые питаются на земле. Тайры известны своим игривым и непоседливым нравом. Они охотно идут на контакт с людьми и легко приручаются. Коренные жители, которые из-за морщинистой кожи на голове часто называют тайру головой старика, держат их в качестве домашних животных для борьбы с грызунами. Иногда они нападают на домашних животных, таких как цыплята. Дикие популяции тайры медленно сокращаются, особенно в Мексике, из-за уничтожения их среды обитания в сельскохозяйственных целях. Хотя этот вид в целом занесен в список видов, наименее подверженных исчезновению, самый северный подвид Эра барбара сенекс внесен в список уязвимых видов. О случаях нападений тайр на людей ничего не известно. Пока это все новости об этих милых зверьках. Продолжаем подписываться на канал, так вы первыми узнаете о наших роликах про животных.
Всем пока!